январь, который остался уже позади, для меня месяц тишины и покоя. Время как будто замедляется, замирает, и после декабрьской предрождественской суеты это ощущается особенно сильно. И именно в январе я наконец-то нашла время для того, чтобы распаковать свою коллекцию книг Джульетты Бинсони и отправиться в мир приключений с красавицей Катрин. В одном из комментариев от моей дорогой зрительницы была просьба прочитать эти книги вместе с вами. Я не забыла об этом, как и о своем обещании обязательно так и сделать. Вот. Ну что ж, время пришло. Франция, 1413 год. Эта история начинается с того, как наша главная героиня Катрин, будучи 15-летней девочкой, вместе со своим другом детства во время страшного бунта и переворота попыталась спасти от лютой расправы обезумевшей толпы благородного юношу Мишеля де Монслави, спрятав его в подвале своего дома. К несчастью, злобная служанка Марион распознала эту тайну и, не мешкая, доложила бунтарям. Катрин смотрела на эти искаженные гримасами лица, перекошенные ненавистью рты, эти сжатые кулаки, мертвецкий блеск, готового к действию оружия, а он стоял со связанными руками,
наклонив голову, чтобы укрыть лицо от ударов. Кровь текла по его щеке, разбитые губы распухли. Безобразные женщины потрясали спицами, готовые выколоть ему глаза. Юношу казнили на глазах у маленькой девочки. А вместе с ним и ее отца, ювелирных дел мастера, который и знать не знал о существовании пленника. Старшую сестру взяли в плен, и только Катрин с мамой чудом удалось спастись, спрятавшись у нищих и бродяг во дворе чудес. После полуночи и вплоть до сигнала трубы, возвещавшего о наступлении дня, во дворе чудес собиралась шумная толпа бродяг, выбравшихся из своих берлог. Паралитики расправляли плечи, слепые обретали зрение, мнимые больные снимали фальшивые гнойники, вызывавшие сострадание у сердобольных граждан. Совершалось ежедневное чудо, давшее название этой площади. После спасения Луазы, старшей сестры, вместе с ней, мамой и несколькими новыми друзьями, которых Катрин обрела во дворе чудес, она отправилась в Дижон к доброму дядюшке Матью, торговцу кружевами и тканями. Однажды, возвращаясь с которым, после очередной закупки сукном, Катрин наткнулась на неподвижное тело рыцаря в доспехах, который чертами лица был похож, как две капли воды, на того самого Мишеля, казненного на глазах у нее много лет тому назад. Рыцарь был доставлен в корчму Гран-Шарлемань, где жизнь его была спасена благодаря заботливым ухаживаниям Катрин и мудрого арабского лекаря Абу Аль-Хейра. Когда юноша пришел в себя, Катрин поняла причину такого его сходства с другом из прошлого. Этого рыцаря звали Арно де Монслави, и он был младшим братом погибшего Мишеля. Как будто бы небо сотворило для нее это чудо, возвратив того, кого она не могла забыть. Между ней и Арно возникли невидимые связи, которые ширились с каждым взглядом и становились все крепче, но которые были в один миг разрушены, когда Арно услышал фамилию Катрин. Легуа. Именно кузены Катрин, носившие эту фамилию, и возглавляли тот самый кровавый бунт, во время которого и был убит его брат Мишель. Еще минуту назад, признававшийся ей в любви, теперь он ненавидел ее всем сердцем. Так заканчивается первая часть первой книги. И если вам понравилась эта история, и вам хочется узнать, что же было дальше, то мы с вами обязательно продолжим читать эту книгу в одном из моих следующих видео. Но наше путешествие в мир искусства на этом не заканчивается.
Это репродукция картины итальянского живописца эпохи Высокого и Позднего Возрождения Тициана Вичелио под названием «Даная». Согласно легенде, греческому царю Акрисию оракул предсказал, что он погибнет от руки собственного внука. Акрисий оракулу поверил и заточил свою дочь Данаю в башню, обрекая ее на одиночество и безбрачие. Но красавица Даная приглянулась Зевсу, который проник в башню золотым дождем. И, несмотря на все старания царя Акрисия, у Данаи родился сын Персей. И я хотела достать картину из рамы, но она была намертво соединена с ней гвоздями, вбитыми насквозь. Эта репродукция в очень плохом состоянии, и я попробую это исправить. Название моего канала переводится как «Жизнь кисточки». Но вы уже, наверное, и не помните, когда в последний раз видели меня с этой самой кисточкой в руках. В январе месяце моему каналу исполнилось 3 года. 3 года, как вышло мое первое видео. И я решила отметить это событие не шампанским, а красками. 3 года. Не могу сказать, что все идеально, что мой канал выстрелил и понесся в своем развитии как ракета. Скорее он тащится как телега со сломанной осью, запряженная хромым осликом, который постоянно натыкается на какие-то ямы и бугры. И тем не менее, пусть и медленно, но мы с вами едем, мы движемся вперед. И я от всей души благодарна всем вам, всем тем, кто помогает мне толкать эту телегу. Всем, кто смотрит мои видео, кто ставит лайки, тем, кто пишет мне комментарии и тем, кто их не пишет. Мне очень радостно осознавать, глядя на статистику, что вам нравится, что вы возвращаетесь снова и снова, что вы находите в моих видео что-то интересное, что-то приятное и, возможно, полезное для себя. На прошлый день рождения я загадывала, что если какое-нибудь из моих видео наберет 10 тысяч просмотров, то мы с вами заведем парочку кроликов. 2700 просмотров. Это максимальное число, которое набрало видео под названием «Винтажный ящичек для писем и весенние заботы». И как вы понимаете, до кроликов нам как до луны. Поэтому это задание переходит на год следующий, но со штрафными санкциями. 15. Теперь нам нужно будет набрать 15 тысяч просмотров. Наверное, это выглядит со стороны, как будто я не очень хочу заводить кроликов. Пожалуй, в этом есть небольшая часть правды.
Кролики очень милые, и им завестись такими милыми друзьями, которые радовали бы и меня, и вас, было бы и правда приятным событием. Но я никогда не держала кроликов и совершенно не представляю, как за ними нужно ухаживать. К тому же мне придется поискать дополнительные средства и время на содержание и уход за ними. Но есть и еще одна причина, по которой я не совсем решительна в этом вопросе. Я совершенно ничего не знаю про их заболевания, и если что-то случится, то не буду знать, куда мне бежать с этим несчастным кроликом. Так как ветеринарные клиники главным образом специализируются на котах и собаках. Да, к сожалению, ведение хозяйства подразумевает под собой такие моменты. И чем больше хозяйства, тем больше их бывает. В декабре месяце у нашей Ляли мы обнаружили огромную быстрорастущую опухоль. К счастью, нам попался замечательный ветеринарный врач. Хирург с большим стажем и опытом работы. Операция длилась 2,5 часа. На этот раз все закончилось благополучно. Но так бывает не всегда. Но с другой стороны, может и стоило бы попробовать подарить двум милым кроликам шанс прожить свою самую лучшую жизнь и не быть съеденным на ужин. В общем, каждый раз, когда я оказываюсь перед подобным выбором, я придумываю такие вот задания, представляя право судьбе поставить точку в этом споре интересов. В этот раз на итог может повлиять не только судьба, но и мои зрители. Ну а для 10 тысяч просмотров у меня тоже будет свое задание. Если нам в этом году удастся собрать 10 тысяч просмотров на каком-нибудь из моих видео, то я добавлю в наш с вами график еще одно видео, и мы с вами будем встречаться уже каждую неделю. Но пока мое следующее видео выйдет только через 3 недели. В январе я довольно серьезно повредила руку, и она не выдерживает длительных съемок, которые требуются для видео с рецептами. Но как только рука восстановится, мы с вами обязательно вернемся к привычному графику. Процесс лессировки – дело не быстрое, и работы с картиной еще предостаточно. Но, как говорит одна моя дорогая зрительница, у нас с вами все обязательно получится.